Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости и подписчики моего канала. В этом видео я вам расскажу, как обрезать жимолость плодовую. Обрезать я ее буду осенью, но чуть позже вам расскажу, когда это сделать оптимально и почему. Почему я именно осенью обрезаю. А вообще, я снимал уже очень много роликов об обрезке различных видов кустарников, в том числе смородины, крыжовника, винограда, ежевики. Все эти видео есть на моем канале, вы можете их посмотреть. А сегодня я вам расскажу, как я обрезаю жимолость. Вот в обрезке жимолости, в отличие, допустим, от обрезки смородины или крыжовника, есть очень значительные отличия. Сегодня я вам о них расскажу, покажу, как обрезают жимолость, ну и, соответственно, покажу вам, что вам нужно для обрезки. Ну, конечно, вам нужен хороший секатор. Возможно, вам также понадобится кусторез, потому что если вы свою жимолость давно не обрезали, ну, давно это примерно там 8-10 лет вы не обрезали свои кустарники, тогда стебли у них достаточно толстые и возможно, что секатор обычно с ними не справится. Поэтому лучше вам приготовить и воспользоваться для обрезки толстых побегов стеблей кусторезом. Ну а обычные тонкие побеги, конечно, можно обрезать обычным секатором. Если у вас останутся после просмотра данного видео какие-либо вопросы, вы можете задать их в комментариях. А также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить мои новые видео. Итак, давайте сейчас приступим к обрезке. Обрезку я буду показывать вам на примере вот этого куста жимолости. Ему уже порядка примерно 8, может быть 10 лет. Куст достаточно уже взрослый. Обрезаю я его ежегодно и сразу отвечу на ваш вопрос, когда же лучше обрезать жимолость плодовую. Вот на мой взгляд, жимолость лучше обрезать, конечно, осенью. Можно начать обрезку в сентябре и практически весь сентябрь, вплоть до октября, либо же, если вы живете в южных регионах, то и в ноябре захватить этот период, можно обрезать жимолость. Ну, скажем так, до наступления таких серьезных заморозков или до установления снежного покрова, ну, должно быть пройти где-нибудь хотя бы как минимум 2 недели, чтобы растение все-таки восстановилось и затянуло те ранки, которые у нее будут на стеблях после обрезки. Поэтому слишком поздняя обрезка тоже ей не нужна. Почему лучше обрезать осенью, а не весной? Дело в том, что жимолость очень рано просыпается, и не всегда мы успеваем вовремя приехать на наши участки, на наши дачи. И бывает так, что уже буквально в апреле на жимолости просыпаются почки. Как только солнышко пригреет, это растение начинает вегетировать. Ну, такая у него особенность. Поэтому спокойно осенью, времени сейчас много, и вот в сентябре оптимально жимолость обрезать. С чего начать обрезку? Вот лично я обрезаю обычно с нижней части. Вот посмотрите, сейчас вам покажу вот эти все побеги, которые смотрят вниз, в стороны. Вот эти все побеги я буду обрезать. Обратите внимание, что вот этот побег у меня загнулся, вот видите, и он пошел в центр куста, в середину. Я его тоже обрежу. Одна из особенностей обрезки жимолости, в отличие от обрезки, скажем так, крыжовника либо смородин, заключается в том, что обрезают ее очень щадящим способом, начиная примерно с 5-летнего возраста. Дело в том, что жимолость плодовая очень медленно в первые несколько лет растет. Сначала она наращивает корневую систему, а примерно с 5-летнего возраста уже начинает более активно плодоносить. Соответственно, повышается урожайность растения и его размер. Жимолость, в принципе, не требует какой-то кардинальной обрезки, очень сильной, поэтому мы делаем всего лишь такую формирующую, щадящую обрезку. Где-то веточка могла сломаться, где-то веточка могла усохнуть, вот эти все веточки мы удаляем. Ну и, конечно, вот такие вот побеги, которые вы сейчас видите, вот я вам показываю, вот они все смотрят в сторону, также удаляем. Если вы хотите, например, получить саженец жимолости, размножить ее, то можно вот такие ветки обрезать не все, а некоторые, которые наиболее низко расположены к поверхности, наиболее горизонтально, их можно прикопать, либо пришпилить металлической вилкой к земле, либо сверху насыпать холмик земли и
принципе, за один сезон получаются хорошие, сильные саженцы жимолости, которые абсолютно повторяют свойства материнского растения, так как это вегетативный способ размножения. Ну что ж, в принципе, вот и все такие основные приемы обрезки жимолости. Конечно, жимолость не любит загущение в центре куста, но так как я ежегодно обрезаю ее понемногу, то у меня она не загущена. Если у вас давно не обрезалась жимолость, вот обратите внимание, вот те побеги, которые растут в центр куста, они могут загущать. Их тоже лучше вырезать. Обрезать побеги лучше как можно ближе к основному стеблю, либо к земле. Желательно не оставлять пеньков. Ну, если небольшие пеньки остаются, ничего страшного. Для жимолости это не столь важно. Вот видите, я вот эти все побеги удаляю. Вот таким способом. Вот смотрите, здесь у меня была засохшая веточка, я ее весной обрезал. Теперь я укорачиваю этот побег. Вот здесь как раз пригодился бы, конечно, кусторез. Но так секатор у меня достаточно мощный, то я им смог перерезать эту ветку. И вот эту ветку, которую я вам уже показывал, вот она совершенно не нужна. Я ее тоже удалю. Растет она в середину, соответственно, ягод на ней немного. Я ее удалю. Вот таким образом. Вот этот пенек я пока удалять не буду, потому что вполне возможно, что здесь проснутся спящие почки, и вот отсюда пойдут побеги, которые в дальнейшем можно будет использовать для формирования кроны этого растения, для ее, так скажем, омоложения. Вот этот побег я тоже удаляю, и вот эту всю лишнюю поросль я тоже снимаю. Вот эти побеги я тоже удалю. У жимолости основные стебли в этом кусту, у меня их 3 побега, достаточно долго плодоносят. Они могут плодоносить, в отличие от смородины, на протяжении 10-15 лет. Они не устаревают. Единственное, что бывают, конечно, какие-то болезни, либо они обламываются. Механическое воздействие происходит, и побеги утрачиваем. Тогда, конечно, мы можем вырастить новый побег из молодого, выбрав молодой какой-нибудь стебель, и из него вырастить так называемый побег замещения в дальнейшем. Ну вот, смотрите, вот обломанная веточка. Я ее, конечно, удалю. Ну и повторюсь, что обрезку жимолости надо проводить очень щадяще, в отличие от обрезки смородины, которые можно достаточно кардинально обрезать. И продолжаю удалять я все вот эти боковые побеги. На них все равно ягоды нет. Их можно использовать только для размножения. Но жимолости у меня много, поэтому мне саженцы не нужны. Провел я обрезку куста жимолости, и на первый взгляд кажется, что в общем-то ничего особенного и не изменилось. Вот так и должно быть. Куст должен сохранить свою основную крону. Обрезка жимолости сводится к удалению только лишних засохших побегов и загущающих центр куста. Если ваши растения сильно болели, то вот сразу после обрезки можно провести обработку. Обработать жимолость сейчас можно любым противогрибковым препаратом. Это может быть, к примеру, топаз. Это могут быть препараты на основе меди, такие как, допустим, хом или бордоская жидкость. Либо другой препарат от грибковых болезней можно использовать на жимолость. Абсолютно любой. Далее, по подкормкам. Сейчас осень. Сейчас можно подкормить жимолость, допустим, золой. Это будет хорошая калийно-фосфорная подкормка с микроэлементами. Можно приготовить такой раствор. Взять литровую баночку золы, только хорошего качества, конечно, чтобы она была из экологически чистой древесины. Растворить ее в 10 литрах воды и полить приствольный круг под растением вот этим вот
раствором. Те, кто любит применять, допустим, органические удобрения, такие как азот, также можно использовать, к примеру, перепревший навоз, только, конечно, нужен именно хороший перегной, хорошей степени перепревания. Можно использовать примерно 1 ведро на взрослый куст, рассыпав перегной по периферии, по приствольному кругу растения. Тоже будет хорошая подкормка. Можно эти, в принципе, 2 подкормки и совместить. Но слишком увлекаться азотом я вам не советую, так как растение, получив большую дозу азота, может начать жировать, соответственно, уменьшится ее количество ягоды, то есть может сказаться на урожайности. Поэтому подкармливаем жимолость очень аккуратно. Ну а те, кто хотят вообще пойти по простому пути, можно сделать так: купить любое минеральное удобрение осеннего типа для кустарников, то есть те, которые используются под смородину, под малину, под крыжовник, оно подойдет и для жимолости. По инструкции вносим это удобрение осеннего типа там, где мало азота, но большое количество фосфора, калия, магния и, конечно же, микроэлементов. Всем большое спасибо за просмотр. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить мои новые видео. Хочу вам пожелать, конечно, хороших урожаев, благоденствия и мирного неба над головой.